Привет! Меня зовут Лена, и сегодня я покажу вам, как приготовить полезный торт без сахара, трансжиров и белой пшеничной муки. В нем мало калорий, много белков, и он имеет потрясающий вкус. Называется он «Звезда клубника». Здесь я использую разные подсластители, но если вам захочется что-то заменить, пишите об этом в комментариях, и я подскажу вам, как это сделать. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Овсяные хлопья, разрыхлитель, яйцо куриное, кокосовое масло, горячая вода, эритрит, соль, сироп топинамбура, рикотта, мягкий творог, сухое молоко, подсластитель пребиус вит, лимонный сок, желатин, клубника, можно замороженная, вода, а для украшения нам понадобится шоколад без сахара, полезные конфетки и клубника. Итак, займемся коржами. Отделяем желтки от белков над отдельной чашкой. Необходимо добиться того, чтобы в белковую массу не попало ни грамма желтка. К нашим 5 белкам добавляем соль 2 грамма и эритрит 40 грамм. К желткам добавляем столовую ложку кокосового масла и столовую ложку горячей воды. И сразу замешиваем венчиком. Сюда же можно добавить ваниль или ванилин по вкусу. Этот бисквит получается не слишком сладкий. Сладость мы добавим позже с помощью пропитки. Если вы не планируете пропитывать, то добавьте сыпучий подсластитель в желтки. В отдельную чашу насыпаем 100 грамм овсяных хлопьев, предварительно измельченных. Если вы хотите сделать ваши коржи более белыми и пышными, то можно просеять полученную муку через сито, чтобы избавиться от крупных частиц. У меня не просеянная мука. Добавляем к ней разрыхлитель 5 грамм. Вообще очень рекомендую вам именно такую самостоятельно приготовленную овсяную муку. Магазинная овсяная мука бывает горчит, а с этой всегда очень вкусно. Все. Перемешали, теперь подготовим форму для выпечки. У меня это высокое кольцо диаметром 16 см. Его дно я застилаю 2 слоями фольги и тщательно зажимаю края. Прохожусь пальцами по краю, чтобы хорошо зафиксировать фольгу и не допустить просачивания теста. Ну что, у нас подготовлены все ингредиенты и форма. Духовка уже включена на 170 градусов. Можно приступить к взбиванию белков. Это самый ответственный момент в приготовлении коржей. Белки нужно взбить до правильной консистенции. Они должны стать очень пышными и не должны двигаться при наклоне чаши. В этот момент нужно прекратить взбивать. Не нужно добиваться слишком плотной пены. В нее трудно будет вмешать остальные ингредиенты. Вот какая консистенция должна получиться. В эту массу вливаем желтковую смесь и очень аккуратными движениями лопатки слегка перемешиваем. Понемногу вводим муку. Также вымешиваем очень осторожно. Когда масса стала однородной, выкладываем ее в подготовленную форму. Обратите внимание, форму я не смазывала маслом, это важно. Так бисквит будет лучше подниматься. Все, отправляем корж в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Теперь займемся начинкой. Нам понадобится 300 грамм клубники. Измельчаем ее в пюре с помощью блендера. Добавляем сироп топинамбура 50 грамм. У меня сладкая клубника, возможно, вам потребуется больше подсластителя. И отправляем ковшик разогреваться до кипения. Здесь в чаше я замочила 12 грамм желатина в 72 граммах воды. Отправляем его к клубнике и размешиваем до растворения. Пока наша клубничная масса остужается, подготовим форму. Это может быть любая плоская форма для выпечки или даже контейнер. Я покажу вам, как можно использовать разъемное кольцо. Здесь нам не важен диаметр формы, потом вы увидите почему.
И не забудьте поставить эту конструкцию на твердую поверхность, разделочную доску или противень. У меня это плотная подложка для тортов. Все, можно заливать наше клубничное желе. Аккуратно ровным слоем заливаем почти всю массу и отправляем желе в холодильник до застывания. Оставшуюся клубнику я залью в силиконовые формочки и после остывания отправлю их в морозилку. Такие конфетки пригодятся мне для украшения торта. Итак, наш бисквит спустя 40 минут приготовился. Снимаем фольгу. С помощью ножа отделяем бисквит от формы. Вот такой пышненький он у нас получился. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 5 часов, а лучше на ночь для равномерного распределения влаги внутри бисквита. На следующее утро. Распаковываем бисквит. Вот он, наш пышный красавец. Из него мы сделаем 2 коржа, примерно по 2 см каждый. Я покажу вам, как это сделать с помощью острого ножа без каких-либо сложных приспособлений. Сначала я снимаю неровную верхушку. Большим ножом прохожусь по всей боковой части, намечая линию надреза, а затем начинаю прорезать корж все глубже и глубже. При этом важно держать нож горизонтально, не наклоняя. Все, шапка срезана. Теперь точно так же делаем разрез по средней линии. Коржи готовы. Займемся пропиткой. Нам понадобится 100 грамм воды и 70 грамм сиропа топинамбура. Я буду пропитывать с помощью пульверизатора. Вообще я всегда пропитываю коржи в ПП-тортах. Дело в том, что в отличие от классических, в этих коржах обычно совсем мало жиров. Поэтому сами по себе они не особо сочные. А с пропиткой мы добавляем влаги в корж, и он уже не будет сухим. С пропиткой всегда можно пофантазировать. Это может быть молоко, соки от тех же ягод или фруктов, кофе, какао, чай. Теперь подготовим форму. Здесь у меня разъемное кольцо. Я закрепляю его скрепками для лучшей фиксации на диаметр около 18 сантиметров. Чуть больше коржа. Но если у вас нет такого кольца, вполне подойдет та же форма, в которой вы выпекали бисквит. С помощью пищевой пленки сделаем дно для формы, чтобы крем никуда не утекал. Ацетатной пленкой выстилаем бока формы и ее тоже закрепляем скрепками. Кладем по центру корж и пропитываем его с помощью пульверизатора. Теперь достаем начинку. С помощью пищевой пленки ее очень легко вынуть из формы. Я буду вырезать звездочки с помощью вот такой маленькой формочки. Вы можете выбрать любую другую фигуру. Важно только, чтобы она была небольшая, тогда начинка сможет уместиться между коржами. Вырезаем фигурки. Со звездочками разрез торта выглядит очень эффектно, и особенно он нравится детям. Фигурки для начинки вырезаны. Теперь у нас все готово для сборки торта. Можно приступать к приготовлению крема. Здесь в чаше у меня 570 грамм мягкого творога. Жирность выбирайте на свой вкус. К нему добавляем 400 грамм рикотты, 105 грамм сухого молока, можно обезжиренного, 25-30 грамм интенсивного подсластителя, у меня это вот такой пребиосвит, и 9 грамм лимонного сока. Его удобно отжимать через сито, чтобы косточки не попали в крем. Соль 3 грамма и экстракт натуральной ванили пол чайной ложки. Все это нужно перемешать до однородности. Я думаю, что если вы когда-нибудь пробовали готовить ПП-десерты по рецептам из интернета, вам наверняка встречался вариант крема, мягкий творог и подсластитель. И, возможно, вы были немного разочарованы в его вкусе.
Хоть этот рецепт визуально и похож на него, но все же рекомендую вам его попробовать. Лимонный сок, соль и сухое молоко существенно изменяют вкус, а рикотта – текстуру. В результате крем скорее похож на сливочно-сырный крем из классических десертов. Когда консистенция крема станет однородной, можно добавлять желатин. Здесь у меня 12 грамм желатина, замоченного в 72 граммах воды. Желатин я уже распустила и немного остудила, можно добавлять его в крем. Добавлять нужно тонкой струйкой. Еще здесь важно, чтобы желатин не был горячим, а крем не был холодным. Чем ближе по температуре будут эти две смеси, тем лучше желатин распределится по крему. Заливаем крем по бокам от коржа и примерно сантиметр-полтора сверху. Укладываем наши клубничные звездочки по кругу. Покрываем сверху кремом и кладем второй корж. Его хорошо пропитываем и сверху заливаем еще одним слоем крема. Слегка проходимся по бокам, чтобы там не оставалось пузырьков воздуха. И разравниваем поверхность. Все, отправляем наш торт в холодильник примерно на 5 часов до полного застывания. Осталось украсить торт. Для этого нам понадобится растопленный шоколад без сахара. У меня это ПП шоколадная глазурь. Ее рецепт я обязательно скоро вам выложу. Наши клубничные желейки из морозилки, нарезанный шоколад без сахара, сублимированная клубника и ПП конфеты клубника со сливками. Ссылка на видео с их рецептами в описании. Убираем пищевую пленку с дна формы и кладем торт ровно на подложку. Снимаем разъемную форму, освобождаем торт от ацетатной пленки. Я буду наносить глазурь асимметрично, вот такой вот линии. А теперь постараюсь красиво разместить украшения. Пока глазурь еще не застыла, а застывает она прямо на торте, так как он достаточно холодный, укладываем декор, чтобы он хорошо зафиксировался. Дополним торт кусочками сублимированной клубники. Чтобы ее зафиксировать на белом креме, нужно просто слегка надавить. Посмотрите, какой красивый торт у нас получился. И он очень вкусный. Давайте разрежем, и я покажу вам его эффектный разрез со звездочкой. Очень мило, правда? Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео.